Глава 136. Клан Ян. Я тоже буду путешествовать со всеми. Странник Хун Лянь объявил совершенно прямо. Хорошо. Брат Хань, вы также планируете поехать с нами, а? Даосский священник Цин Вэнь имел счастливый вид, а затем спросил Ханьли. Когда Ханьли услышал это, он заколебался. Было бы разумно этому молодому человеку, как он, сказать, что он последует за этой небольшой группой. Однако он не знал, почему, но в его сердце он чувствовал, что что-то было не так. Если бы он действительно принял это решение, он бы с уверенностью сожалел об этом. «Я решу после завершения встречи. Я неторопливый», — сказал Ханьли с улыбкой. Он решил сначала немного подождать, прежде чем принять решение. Что? Ханьли явно пошел против ожиданий и шокировал всех. По какой причине брат Хань колеблется? Когда изгои-культиваторы собираются вместе, другие не могут запугать нас. Тем более, что брат Хань был в состоянии увидеть мои воровские навыки. Позже я хотел бы поделиться с вами этими навыками, сказал несколько недовольно Ву Цзючи. После того, когда Ханьли услышал слова юноши, он не рассердился. Он только улыбнулся и больше не произнес ни слова. Хе-хе. Брат Хань не сказал, что он боится, что не поладит с нами в путешествии. Он просто сказал, что он хочет подумать. Это тоже естественно. Даосский священник Цин Вэнь немедленно оправдал его. Это верно. Даосский священник Цин Вэнь сказал то, что я думаю. У меня есть несколько тайных проблем, которые действительно довольно трудно рассказать. Вот почему я должен быть немного осторожным. Ханьли, казалось, очень благодарен даосскому священнику Цин Вэнь и очень признательно ответил. Да, это так. Я буду стоять на своем. Юноша почувствовал недовольство остальных. Даосский священник Цин Вэнь беспомощно улыбнулся. С видом старшего брата, извиняющегося за озорного младшего брата, он внутренне извинился перед Ханьли. Ханьли, естественно, не принял этот вопрос близко к сердцу. Поскольку этот вопрос уже решен, все встали друг за другом и простились. Ханьли нашел пустую комнату на втором этаже, где он сможет передохнуть ночью. На второй день, за исключением Ханьли и буддийского монаха, все остальные вышли из здания и пошли вместе на торговлю. В этот момент буддийский монах находился в зале первого этажа, он медитировал. Ханьли был в своей комнате, он поглаживал десяток бумажных талисманов в задумчивости. Эти так называемые элементарные низкосортные бумажные талисманы имеют небольшое мерцание духовного света. Они в значительной степени отличаются от бумажных талисманов светского мира не потому, что материалы являются специальными, а скорее из-за добавления какой-то магической техники. Подумал Ханьли. Ханьли достал бумажные талисманы, которые он первоначально планировал использовать для того, чтобы изучить технику блокирующего душу талисмана. Тем не менее, он вдруг вспомнил, что он никак не мог рисовать блокирующие душу талисманы на яркой стороне. Ему все еще была нужна кисть и порошок киновари, две вещи, которые, казалось, продавались совсем рядом. Может быть, эти бумажные талисманы не могли использоваться в сочетании со светскими объектами и уникальными для культиваторов. С этой мыслью Ханьли не мог сидеть спокойно в комнате, поэтому он решил пойти найти буддийского монаха. В любом случае, он не сможет скрыть тот факт, что он был новичком-культиватором. Он может также спокойно и прямо спросить. Мысли милостивого являются правильными. Для того, чтобы успешно подготовить духовный талисман, помимо того, чтобы уточнить бумагу из специальных материалов, вы должны также использовать отвар из крови демонического зверя и киновари. Что касается кисти, это зависит от ситуации. После того, как буддийский монах Гуашань услышал вопрос Ханьли, он спокойно ответил. «Мастер Гуашань, то, что вы имеете в виду под тем, что это зависит от ситуации?» — спросил Ханьли сидящего напротив монаха. Его внешний вид не имел ни малейшего стыда. Большинство кистей, которые культиваторы используют для разработки духовных талисманов, кроме тех, которые созданы из духовных волос от демонических животных, сделаны из дарованного небесами драгоценного земного древесного угля. Это помогает повысить уровень успеха при создании талисманов, а также мощность талисмана. Однако, если у вас нет их, вы можете даже использовать общие светские кисти, но если вы сделаете так, успеха будет небольшим. Буддийский монах слегка покачал головой. Казалось, он не одобрял идею Ханьли.
Большое спасибо за инструкции, мастер. Я выйду, чтобы посмотреть, смогу ли я обменять что-то на кисть, чтобы сделать талисманы. Хань Ли встал и попрощался буддийским монахом. Милостивый, берегите себя. Буддийский монах еще раз закрыл глаза и продолжал великую медитацию. Кажется, сегодня он должен выйти. Он вспомнил, что кисть и киноварь не были недорогими. Это будет стоить примерно 6 или 7 низкосортных духовных камней. Может случиться так, что ему придется продать талисман полета, когда он лишь недавно был в состоянии приобрести. Хань Ли думал об этом, направляясь к месту торговли. Люди также были захвачены зрелищем и блуждали по рынку. Культиваторы на дороге были сгруппированы по двое и по трое и вовсе не были одиноки. Тем не менее, казалось, что они все идут в направлении рынка. Оказалось, что большинство из них были похожи на его собственную группу, создавшую торговую палатку. «Скорее, смотрите! Огромная птица!» Мужчина-культиватор вдруг закричал в тревоге. После того, как большая тень прокатилась по дороге, Хань Ли и другие культиваторы остановились. Хань Ли был весьма поражен и поспешно поднял голову, чтобы посмотреть. Он увидел двуглавую чудовищную птицу размером с теленка, пролетевшую прямо над ним. Эта птица, казалось, как-то напоминала орла, а также что-то совсем другое. Серые перья покрывали все ее тело. Ее крылья были широко раскрыты на 7 футов, и она обладала парой острых серповидных когтей. Над двумя шеями были 2 лысые головы птицы с 4 глазами, которые светились зеленым светом. Какая пугающая демоническая птица! Какая ужасная! Такая огромная! Быстрее поймайте ее, а она принесет много бед. Все культиваторы один за другим начали говорить. Казалось, что там были даже несколько желающих поймать ее. Вы не цените свою жизнь. Это двуглавая утка, духовная птица, культиватора клан Горы Гуюй, клана Ян. Наверняка верхом на ней сидит член клана Ян. Вы хотите обречь себя на смерть? Эти ледяные слова вернули всех с небес на землю. Клан Ян. Одна из больших сект культивации, клан культиваторов, который содержит экспертов ключевых формаций в запасе. Кто-то вскрикнул. Какой еще Ян-клан? Я пришел сюда немного раньше и уже видел двуглавую утку. Я также узнал, что брат и сестра из клана Янь участвуют в турнире Великого Бессмертной Ассамблеи Вознесения. Культиватор сказал, с гордостью демонстрируя свои знания. Нет. Клан Ян послал людей, чтобы принять участие в Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения. Раньше они никогда никого не посылали. Если бы они сделали это, то убавится 2 места для других участников. Это верно. Если кто-то встретит 2 из клана Ян, ему очень не повезет. Все культиваторы были удручены, и некоторые из них даже глубоко вдохнули. Хань Ли холодно и молча посмотрел на летящую чудовищную птицу. Увидев эту демоническую птицу, он понял, что это был чудовищный орел, которого Си Тень увидел раньше, а мужчина и женщина были братом и сестрой из клана Ян. Хань Ли шел в задумчивости через шумные группы других культиваторов. В конце концов, он слегка улыбнулся и пошел с легкостью. В тот момент людей на площади было довольно много. Хотя он не могло сравниться по количеству и оживленности с ночью. Хань Ли нащупал таблетки у своей груди и решил попробовать обменять их на другие предметы. В результате он не вошел ни через вход, который он использовал ранее, и вошел на площадь с другой стороны. Он планировал начать свою прогулку с другой стороны. По пути Хань Ли иногда смотрел влево и вправо, глядя на различные материалы и талисманы ларьков и палаток. Несколько инструментов странных вещей очень интересовали его. Внезапно Хань Ли остановился у одного торговца. Он посмотрел на тонкую книгу и немного задумался. Плитка, показывающая цену книги, гласила «Стиль вечной весны», название техники культивации. Стоимость – 2 низкосортных духовных камня. «Я хочу эту книгу», Хань Ли спокойно сказал поставщику после того, как он взял эту книгу. Глава 137. Кисть золотой искренности, 2 духовных камня. Четкий, мелодичный женский голос достиг ушей Хань Ли. Хань Ли был в шоке.
Он обнаружил, что продавец, сидящий напротив него, уткнувшись головой в книгу, на самом деле был очаровательной молодой госпожа. В этой книге ничего не упущено. Хань Ли спросил после того, как опомнился. Ничего. 13 уровней стиля вечной весны полностью там, без единого отсутствующего элемента. Барышня ответила в беспечной манере. Хань Ли кивнул головой. Потом он пролистал несколько страниц перед закрытием книги. «Вы бы обменяли ее на таблетки?» Прямолинейно спросил Хань Ли. «Медицинские таблетки». Барышня была несколько ошеломлена, широко открыв красивые глаза. «Это зависит от их типа. Если это для исцеления от болезни, стоимость будет высокой». Молодая девушка гладила лоб. Услышав слова этой молодой госпожа, Хань Ли знал, что этот вопрос имеет большое значение, и прямо передал бутылку гранул желтого дракона. Консолидационная медицина может мгновенно увеличивать магическую силу. Уверенно сказал Хань Ли. Консолидационная медицина. Молодая женщина, которая первоначально была спокойной, немного напряглась. Она двинулась в сторону Хань Ли и взяла нефритовую бутылку. Она наклонилась, чтобы почувствовать запах. Он увидел нефритовую шею девушки. Молодая женщина стояла слишком близко к нему, запах изысканной дочери клана одолевал его нос и вызвал невольно ускорение сердцебиения Хань Ли. Цвет лица также немного покраснел. Это действительно гранула, которая может прогрессировать магическую силу. Через минуту после того, как молодая женщина нюхала, она вскрикнула с приятным удивлением. Она подняла голову и посмотрела на Хань Ли со счастливым выражением, сказав: «У вас есть еще? Если да, то я обменяю на сколько у вас есть. Вы можете выбрать вещи в моем киоске, какие хотите. Если ничего не будет, я могу заплатить духовными камнями». При этом сказал, молодая женщина крепко держала пузырек с лекарством. Ее взгляд был устремлен на Хань Ли, боясь услышать «нет». Увидев, что очаровательная женщина напряглась, Хань Ли нашел это смешным. Тем не менее, он не мог не думать, что он недооценил значение этих таблеток. В будущем он должен быть немного более благоразумным. «Девушка, не переживайте. Прежде всего, давайте закончим дело. Будет лучше поговорить об этом после». Хань Ли первоначально хотел отказать ей. Однако, когда он увидел ясное выражение в ее глазах, он неосознанно вспомнил свою маленькую сестру. Его сердце смягчилось на минуту, и следующие слова выскользнули. «Я смущена. Я немного забыла свои манеры». Молодая женщина, казалось, знала о ее отсутствии манер, и она покраснела. «Эта книга стоит только 2 таблетки такого рода», барышня сказала после того, как она успокоилась. Когда Хань Ли услышал это, он почувствовал, что ее цена может считаться справедливой, поэтому он согласился. Потом его взгляд скользнул на другие товары в киоске. Что это? Ничем не примечательный маленький серый мешок пробудил интерес Хань Ли. Этот мешок был необычным, он был туго затянут тонкой красной веревкой, а его содержание было скрыто. Хань Ли протянул руку, чтобы схватить его. Это пакет семян 7-звездной травы. 7-звездная трава 10 или более лет считается наилучшим материалом для создания бумажных талисманов. Четко сказала молодая госпожа. Сердце Хань Ли дрогнуло. Это было бы весьма полезным. Тем не менее, он положил мешок перед собой без малейших колебаний. «Другие элементы меня не интересуют», Хань Ли медленно сказал после повторного просмотра. «Вы действительно больше ничего не возьмете. Этот талисман «Холодный лед» весьма мощный. Существует также это возвращающий весну талисман. Он может восстановить большую часть вашей физической силы». Барышня взяла на себя инициативу, чтобы дать рекомендации Хань Ли. Увидев выражение молодой женщины, «Вы молоды и наивны, так что вы не знаете внешний вид», Хань Ли не мог удержаться от смеха. «Что смешного?» Молодая женщина покраснела еще раз. «Я на самом деле только хотел купить порошок киновари и кисть для рисования талисманов. К сожалению, у вас их нет». Хань Ли сказал правду. Порошок киновари и кисть для рисования талисманов. Барышня наморщила лоб и воскликнула несколько неуверенно. Она опустила голову и пробормотала про себя. Казалось, что она решилась. Внезапно она подняла голову в сторону Хань Ли и сказала:
у меня нет порошка киновари, но у меня есть высшего качества кисть для талисманов, сделанная из волос демонического зверя, золотоглазой обезьяны. Тем не менее, его цена довольно высока. Я не знаю, если у вас есть достаточное количество таблеток, чтобы обменяться на него». Когда Хань Ли услышал это, он был несколько поражен. Тем не менее, он продолжал улыбаться и сказал: «Я дам, сколько нужно». Когда молодая дама услышала это, она почувствовала облегчение. Она достала духовный талисман и использовала руку, чтобы сделать несколько режущих движений над талисманом. Затем она бросила его в воздух, и он исчез в блеске. «Уважаемый, пожалуйста, подождите. Мой старший брат принесет его в ближайшее время». Молодая женщина добавила несколько смущенно: «Нет проблем. До тех пор, пока это действительно хорошая вещь, я не забочусь об ожидании», — спокойно сказал Хань Ли. После этого Хань Ли и молодой женщине было нечего сказать, что привело к неловкому молчанию. Хань Ли на самом деле несколько нравилось это своеобразное чувство, и он слегка вдыхал ее тонкий аромат во время дыхания. Барышня опустила голову и смотрела на ноги. Неизвестно, о чем она думает. Однако, когда Хань Ли увидел ее безукоризненно белую шею, он немного покраснел. «Маленькая сестра». Громкий голос внезапно разрушил тонкую атмосферу, невольно вызывав у Хань Ли злость к обладателю этого голоса. Тем не менее, когда Хань Ли обернулся, он не мог не вздрогнуть, увидев приближающуюся фигуру. Это был большой, высокий и крепкий человек с ростом не меньше, чем у кривой души. В настоящее время он торопился к ним. По пути он наткнулся на несколько культиваторов, которые покачнулись из стороны в сторону. Эти культиваторы сначала рассердились. Тем не менее, увидев огромного человека, они были шокированы и позабыли обо всем. Когда молодая женщина увидела действие огромного человека, у нее заболела голова. Поведение старшего брата было слишком грубым и небрежным. Разве это не дает повода и основания для других культиваторов, чтобы испытать к нему неприязнь? Это для маленькой сестры. Я принес то, что нужно. Он протянул руку, ладонь которой была размером с пальмовый лист, и показал тонкий деревянный ящик, который он передал молодой женщине. Барышня внутренне расстроилась из-за грубости и беспечности своего старшего брата. Затем она передала деревянную коробку Хань Ли, указывая, что Хань Ли должен открыть ее и изучить содержимое. Хань Ли взял коробку. Переведя взгляд на молодую женщину, он открыл футляр, обнажая золотую кисть, испускающую слабый желтый свет по всей поверхности. Эта кисть называется «Золотая искренность». Его кончик был создан из волос с демонического зверя второго класса златоглазой обезьяны, и его вал был создан из смеси золотой субстанции и вороньего железа. Затем он был доработан под хорошо изученным ритуальным огнем в заложение фундамента в течение 3 дней и 3 ночей. Только тогда была эта кисть успешно завершена. Тихо объяснила молодая женщина. Тем не менее, эта женщина смотрела на кисть с выражением, словно она не хотела с ней расставаться. Несмотря на то, что он не до конца понял, что сказала молодая женщина, он знал, что эта кисть была не совсем обычной и имела интересное происхождение. Он не мог не чувствовать шок от того, что она была готова расстаться с этим объектом. И это ради таблеток. Молодая женщина действительно хочет обменяться этой кистью со мной. Это впечатляющее сокровище. Хань Ли использовал свой палец, чтобы слегка погладить гладкий вал, и посмотрел на гравюру на кончике кисти. «Золотая искренность», он подтвердил с глубоким голосом. Молодая женщина увидела сомнение Хань Ли. Поколебавшись на мгновение, она решила сказать правду и освободить от сомнений Хань Ли насчет происхождения объекта. «Эта кисть вынесена из моего клана. Она была использована каким-то экспертом создания талисмана. Тем не менее, жаль, что мы, брат и сестра, не имеем ни малейшего таланта для создания талисманов, и будет только напрасно растрачивать этот объект. Кроме того, мой старший брат хочет участвовать в предстоящей Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения. Его искусство культивации уже достигло своего рода узкого места и должно пробить его при помощи лекарственной силы. Поэтому я хотела бы использовать этот объект для обмена на ваши таблетки. Как это так, что, когда я встретил тебя, культивация этого человека достигла узкого места? Не слишком ли своевременно?» Хань Ли подумал с сомнением.
На самом деле, он был неправ. В подготовке к конкуренции в Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения 7-8 из 10 застряли на узких местах, и им не удавалось прорваться. Поскольку каждый понимал, что они все еще имели потенциал для продвижения к другому слою, они вряд ли сразу примут участие в турнире Великой Бессмертной Ассамблеи Вознесения, а затаятся и будут продолжать усердно культивировать, надеясь достичь дополнительного слоя. Когда они будут участвовать в следующем собрании, они прорвутся и достигнут более высокого положения. Это вызвало удивительный спрос на таблетки медицины, которые прогрессировали магическую силу. Глава 138. Мастерство создания талисманов. Хань Ли направлялся обратно к зданию, исключительно довольный деревянной коробкой, содержащей кисть золотой искренности, находящейся в его кармане. Он использовал 3 бутылки гранул золотого дракона и 4 бутылки гранул золотой сущности, чтобы обменять их у молодой женщины на заветный мешок семян 7-звездной травы. После того, как он случайно купил порошок киновари в других киосках, он бросился назад, полный ожидания и радости. После того, как он открыл барьер ограничения и вошел в небольшое здание, Хань Ли увидел медитирующего буддийского монаха и не стал беспокоить его. Вместо этого он пошел на 2-й этаж и вернулся в свою комнату. После того, как Хань Ли положил киноварь и бумагу для талисманов на стол, он вынул кисть золотой искренности и углубился в создание блокирующих душу талисманов. Согласно технике создания блокирующих душу талисманов, нужно было сделать следующее: направить духовную силу через правую руку на кисть. Затем слегка окунуть кончик кисти в киноварь и нарисовать талисман заклятия на листке бумаги для талисманов. Четверть часа спустя Хань Ли со счастливым выражением лица потянулся. Он посмотрел на мерцающий серебряный свет духовного талисмана и не мог не чувствовать себя в приподнятом настроении. Этот духовный талисман был точно такой же, как тот, который использовался доктором Эйма. Хотя его духовный ци был немного слабее, это не имело никакого значения, это было уже гораздо лучше, чем то, с чем Хань Ли практиковался до этого. В конце концов, те практические материалы были только похожи на настоящие и не имели ни малейшей духовной ци. Хань Ли взял только что созданный духовный оберег и взволнованно изучал его. После того, как он был сделан, он был готов испробовать технику блокирующего душу талисмана. Неожиданно, прежде чем он выполнил заклинание, духовная сила на бумаге талисмана внезапно хаотично возросла и показала признаки насилия. Хань Ли был в шоке и отреагировал мгновенно, поспешно отбросив талисман прочь. Блокирующего душу талисман вдруг сгорел в воздухе без причины, он превратился в огненный шар, а потом в кучу пепла. Хань Ли непонимающе посмотрел в воздух и молчал. Спустя некоторое время он вздохнул. Казалось, это был провал. Хань Ли чувствовал себя несколько подавленным, но он еще не терял веру. В конце концов, он чувствовал, что талисман с минуту назад был совсем близко, чтобы получиться. Он считал, если он проявит свою силу и создаст еще несколько, он был уверен, что, в конце концов, к нему придет успех. В течение следующего полдня Хань Ли занимался блокирующими душу талисманами. Тем не менее, все попытки были неудачны. Духовные талисманы, которые он создавал, не сгорали, но вместо этого вдруг создавали небольшой взрыв с магической силой. Кроме того, были и духовные обереги, которые быстро теряли свою духовную силу и становились бесполезными бумажками. Когда Хань Ли увидел последний взорвавшийся бумажный талисман, обычно спокойный, он поднял голову и внезапно прокричал проклятие: «Чёрт возьми, ты играешь со мной! Дюжина бумажных талисманов, и все неудачны. Это лишь элементарный низкоразрядный блокирующий душу талисман. Может быть, сегодня просто нехороший день». После того, как эти слова были сказаны Хань Ли, он почувствовал, что его настроение немного улучшилось. Он склонил голову и задумался. Затем он поднял бровь и посмотрел оставшуюся менее половины в небольшой коробке киноварь и кисть золотой искренности. Он чувствовал, что причина была не в них, потому что его духовная сила вливается в кисть очень плавно, и киноварь смело запечатлевает духовную ци на бумаге для талисманов. Они не казались подделкой. Так как Хань Ли не мог найти причину после тщательных размышлений, он решил попросить буддийского монаха и посмотреть, сможет ли он рассеять его сомнения. В этот момент Хань Ли чувствовал, что на его пути совершенствования не было учителей, которые могли бы давать указания. Это было действительно важно.
Его сердце дрогнуло при мысли о том, что формально может стать учеником мастера. После того, как маленький буддийский монах услышал жалобы Хань Ли над неуспехом с его талисманами, он смотрел на Хань Ли с исключительно странным взглядом, как будто сквозь его лицо вдруг пророс маленький белый цветок. Когда Хань Ли увидел реакцию буддийского монаха, он был несколько поражен. Он не знал, что он сказал неправильно, в результате чего другая сторона смотрела на него таким образом. «Милостивый Хань Ли, я боюсь, вы понимаете, слишком мало созданий талисманов». В конце концов, сказал маленький буддийский монах. Мастер Гуашань прав. Это первый раз, когда я создавал талисманы. Хань Ли честно признался. Среди нас, культиваторов, мало тех, кто лично создает талисманы. Если им требуется талисман, они, как правило, покупают или обмениваются на него на рынке. Даже если они из большого клана, они также должны делать это. Почему? Хань Ли был поражен. Это довольно просто. Эти мастера опытные и специализируются на создании талисманов слишком мало. Кроме того, стоимость взрастить квалифицированного специалиста талисмана слишком велика. Только с силой больших кланов культивации можно ее развить. Милостивый хан чувствовал себя очень досадно после того, как ему не удалось десятки раз подряд, не так ли? Буддийский монах спросил. Это верно. Я использовал мои материалы и деньги. Я покупаю достаточно, чтобы сделать несколько блокирующих душу талисманов. Хань Ли сказал расстроенно. Тем не менее, милостивого знает это. Для новичков, начинающих учиться создавать талисманы, неудачи 100 раз подряд являются нормальным делом. Если человек не продолжал после нескольких сотен неудач, это было бы странно. Только после создания более 1000 талисманов ваш показатель успеха, возможно, постепенно увеличится. Это только в отношении создания одного типа духовного талисмана. Если вы не измените его на другой вид талисмана, даже если вы уже не новичок, вы, как правило, потерпите неудачу в самом начале. Тем не менее, те с пугающим талантом удивительны в результатах. В итоге квалифицированные мастера не могут создать талисман без практики и нескольких десятков тысяч попыток. Тем не менее, сколько людей, милостивый Хань Ли, вы думаете, добилось успеха с этим количеством материала? Не кланы культиваторов, но только большие секты культивации могут способствовать развитию мастера талисманов. Кроме того, они будут только в состоянии внести свой вклад в элементарные талисманы. Если бы они практиковали создание талисманов среднего класса, большие секты, скорее всего, потеряли бы свое могущество. Это было бы непосильным бременем. В конце концов, чем выше класс талисмана, тем более дорогостоящие материалы на создание талисмана нужны. Буддийский монах сказал, что все это, в результате чего Хань Ли был ошарашен. Тогда почему же поставщики киосков до сих пор продают киноварь и бумагу для талисманов? Хань Ли чувствовал, что что-то не так. Хе-хе. Киноварь и бумага для талисманов продается для культиваторов, которые используют технику талисманов. Маленький буддийский монах сказал с улыбкой. Технику талисманов. Хань Ли не понял. Это то же самое, что и блокирующего душу талисман. Это магические техники, которые требуют использования талисмана, созданного заранее. Магическая техника будет храниться в бумаге для талисманов, что позволяет пользоваться талисманами, когда удобно. Эти талисманы требуют особой магической техники. Однако они, как правило, не сложны и их довольно легко получить. Поскольку техника талисманов часто требует соответствующего талисмана, люди считают, что покупка талисманов является слишком дорогим удовольствием. В результате они подобны милостивому. Они пойдут и будут практиковать рисование талисманов. Хотя стоимость материалов немала, они могли бы в конечном счете обладать одним типом. Вот почему, если милостивый действительно хочет практиковать эту технику блокировки души, лучше всего создавать собственные талисманы в долгосрочной перспективе. Если этот метод не понравится, то милостивый, возможно, также потратит немного денег, чтобы купить несколько блокирующих душу талисманов в качестве резервов. Маленький буддийский монах мягко рассказывал, в конце концов сказав это Хань Ли. «Спасибо, мастер Гуашань». Хань Ли искренне поблагодарил. Милостивый слишком вежлив. Буддийский монах ответил на благодарность. Этот небольшой буддийский монах на самом деле сказал о многом. В будущем, если я что-то не пойму, опять обращусь к нему за помощью.
Хань Ли подумал про себя, вернувшись в комнату. В настоящее время создание талисмана за закрытыми дверями на практике невозможно. Я должен найти время, чтобы купить несколько блокирующих душу талисманов для использования в экстренных ситуациях. Мое тело уже давно достигло пика 8-го уровня стиля Вечной Весны. Теперь, когда я приобрел метод культивирования для последних уровней, я должен быть в состоянии прорваться через узкое место и войти в 9-й уровень. Кроме того, я приобрел несколько новых магических методов. Я должен овладеть ими немного раньше и увеличить свою силу. В момент, когда Хань Ли распахнул дверь комнаты, он уже закончил размышлять о своих планах на будущее. Хань Ли сидел в комнате несколько дней. В дневное время он принимал большое количество лекарств и сидел в медитации, накапливая ци и культивируя стиль Вечной Весны. В ночное время он работал в пустынной местности в долине и практиковал недавно изученные магические приемы. Это были техника быстрого песка, замораживающая техника, техника гравитационного полета, связывающая техника, техника, передавающая звук, техника маскировки тела, техника огня и самым трудным на практике — техника земли. Через 10 дней кропотливой работы, в последний день большой южной встречи, он достиг 9-го уровня стиля Вечной Весны, в результате чего Ву Цзючжи и компания были ошарашены. Даосский священник Цин Вэнь даже похвалил Хань Ли как гения среди изгоев-культиваторов. Тем не менее, Хань Ли было хорошо известно, что если бы не 10 бутылок таблеток, которые он употребил, он бы не мог так легко преодолеть узкое место. Тем не менее, он больше не употреблял много таблеток, потому что они кончались. Казалось, что он должен выделить время, чтобы создать их снова. Глава 139. Разрушенный магический фрагмент сокровища. Что касается других магических техник, таких как техника маскировки тела и техника, передавающая звук, они были вспомогательными, аналогично технике глаза Бога. Если кто-то обладал магической силой, они могли научиться им. В результате Хань Ли играючи освоил их. Среди них техника, передавающая звук, была техникой, требующей талисмана передачи звука, который Хань Ли видел в действии несколько раз. Техника маскировки тела была чрезвычайно обычной магической техникой. Путем присоединения духовной ци к телу, тело становится окутанным цветами окружающей среды, в результате чего людям трудно его увидеть. Этот магический метод, однако, имеет мало значения, потому что техника глаза Бога может легко ее пробить. Она принципиально не может быть использована, чтобы спрятаться от других культиваторов. Техника быстрого песка и замораживающая техника — это магические техники с зонами влияния. Первая использует магическую силу, чтобы превратить землю в песок. Другая может заморозить воду в лед. Возможно, эти два магических приема полностью зависят от глубины магической силы и намерений. Если целью является превратить 1000 плодородных земель в пустыню и реку Янцзы в ледник, это невозможно. Причина, почему они были классифицированы как элементарные низкосортные магические приемы, заключалась только в том, что эти магические приемы были весьма легки для усвоения. Даже культиваторы конденсации, ци с несколькими уровнями, могли легко их освоить. Однако их магическая сила будет ограничена, и их охват будет небольшой. Когда Хань Ли изначально практиковал эти два магических приема, они были весьма энергозатратны. Однако, когда он внезапно прорвался на 9-й уровень, его магическая сила резко возросла, что позволило ему использовать свою магическую технику как угодно. Он уже мог контролировать территорию размером со столешницу и мог превратить ее в песок или заморозить. Хань Ли был рад и сильно взволнован. Что касается остальных магических приемов, Хань Ли не смог освоить их в данный момент. Он мог только беспомощно отложить их и изучить позже в будущем. Так как большая южная встреча подходит к концу, количество молодых культиваторов, которые пришли продавать, может достичь своего пика в последние 2 дня. В этот момент Хань Ли был в большой деловой центр, который был переполнен до краев 2000 культиваторами. Количество киосков также было в несколько раз больше, чем раньше. По большей части, они желали ухватиться за эту последнюю возможность продать остатки товаров. Кроме того, неизвестное количество культиваторов высшего уровня, вышедшие из длительной культивации, стали появляться один за другим, желая воспользоваться этой возможностью, чтобы наблюдать за теми, кто мог бы стать их грозным противником. Хань Ли горько усмехнулся.
Хотя он уже вошел в 9-й уровень, в то время как он шел среди толпы культиваторов, он обнаружил множество людей, которые были выше 9-го уровня. В настоящее время Хань Ли уже не имел никаких духовных камней, и его таблетки были малочисленны. Поскольку он не имел желания избавиться от своего сокровища, он просто следовал потоку людей из ларька в ларек. Он пошел просто для того, чтобы услышать комментарии других культиваторов и торги товаров для его дальнейшего опыта и знаний. Эти чужие разговоры расширили кругозор Хань Ли, заставив его немного разузнать о магических инструментах и материалах. Например, магические дротики, что автоматически преследовали врагов, бахчевые культуры, которые могут стрелять огнем, длинные сабли, способные замораживать людей, яйца серебристо-крылатого муравья, которые могут быть использованы для создания лекарств, весы столетней железной подкладки змей, которые могут быть использованы для изготовления инструментов, и так далее. Чем больше Хань Ли слышал, тем больше он чувствовал интерес. Хань Ли прибыл в центр площади, прежде чем он услышал это. Этого не произойдет. Я не хочу то, что ты предлагаешь, предложи мне что-нибудь в обмен. Это разрушенный магический фрагмент сокровища. Это более чем достаточно за чашу подаяний. Зачем мне этот разрушенный фрагмент? Может быть, вы не смогли найти эксперта, чтобы его улучшить. Не думаю, что вы можете обменять его на чашу подаяний ветров. Звук раздавался со стороны продавца ларька. Разрушенный магический фрагмент сокровища. Многие люди издали звуки удивления, сразу же заставляющие окружающих культиваторов создать переполох. Через мгновение ларек поставщика был окружен непроницаемой толпой хаоса. Следует знать, что магические сокровища — это не то, о чем культиваторы низкого уровня посмеют хотя бы мечтать. Однако неожиданно он появился в Большой Южной долине. Даже если бы это был только разрушенный фрагмент, это было чудо, вызвавшее неудержимый интерес культиваторов. Зуд в их сердцах был едва терпим. Где это? Дай посмотреть. Это магическое сокровище. Это действительно красиво. Это просто тряпка. Хань Ли был довольно близок к продавцу ларька, и быстрее, чем другие культиваторы, он успел броситься в толпу и занять хорошую позицию, что позволяло ему все ясно видеть. Глядя на ларек, Хань Ли видел 27-28-летнего мужчину, стоящего перед киоском. Этот человек имел темную кожу и толстые конечности. На первый взгляд, казалось бы, фермер пробрался в Большую Южную долину. Однако, тех, кто мог определять магическую силу, этот человек заставлял вздохнуть от шока. Этот темнокожий человек был на самом деле большим специалистом 10-го уровня. Спорить с этим человеком, разве это разумно? Несколько культиваторов мысленно спрашивали с удивлением. Затем они перенесли свои взоры в сторону владельца ларька-продавца. Поставщик, казалось бы, черно одетый мужчина с обычной внешностью, имеющий магическую силу только 7-го или 8-го уровня. Однако, когда он смотрел на человека перед ним, его лицо не выражало ни капли страха. Некоторые обратили внимание на вышивку на воротнике поставщика. Только тогда культиваторов поняли, что этот человек был учеником известного клана Егорного хребта Цинье. Было неудивительно, что он так уверен в себе. Между этими двумя людьми в палатке стояли странно рифленая желтая чаша для подаяния и небольшой кусочек полупрозрачной ткани. Этот кусок был как тряпка, будто погрызенная собакой. Единственный аспект, привлекающий внимание, был мерцающим белым сиянием, которое время от времени появлялось. Это было довольно интересно. Это разрушенный магический фрагмент сокровища. Осмотрев этот объект, многие люди в толпе были сильно разочарованы. Это сильно противоречит тому, что они представляли в своих головах. Этот разрушенный магический фрагмент сокровища просто замечательный. Покрыв им предмет, он сразу станет невидимым. Не только его духовная ци не будет видна, но она также не препятствует входу духовной ци. Темно одетый человек ответил с холодным лицом. После этих слов он сразу достал маленькую серебряную мышь из рукава. Зверь 1-го класса демонов, мышь, едящая золото. Эта фраза вызвала волнение среди культиваторов. Он действительно достоин быть экспертом 10-го уровня. Он фактически захватил уровень этим демоническим зверем. Многие люди не подумать это. В этот момент брюнет поднял ткань и обернул ее вокруг мыши, результат был чудесным. Серебряная мышь и ткань сразу же исчезли.
Хотя многие люди использовали технику глаза Бога, они не смогли ничего увидеть. Мужчина, увидев все это, был несколько удовлетворен. Потом рука, которая держала белую мышь, завернутую в ткань, вдруг совершила движение. Не только живых существа, но неживые предметы обладают тем же эффектом. После этих слов мужчина достал нож, испуская угрожающую духовную ци, и положил его на землю. Затем он укрыл его тряпкой, заставив его исчезнуть без следа или даже малейших следов духовной ци. Это действительно замечательно. Он может делать вещи невидимыми. Немыслимо. Те, кто смотрели вокруг, задорно обсуждали. Как насчет этого? Достаточно ценно для обмена на вашу чашу подаяний. Человек снял ткань и спрятал нож. Я не буду менять его. Если я хочу сделать что-то невидимым, мне нужно только купить элементарный исчезающий талисман среднего класса. За такую мелочь вы хотите обобрать меня? Продавец покачал головой и насмешливо сказал: «Разве я не говорил вам? Это разрушенный магический фрагмент сокровища. Он не был усовершенствован основным экспертом образования, но это из-за стадии зарождения души. Уровни этих экспертов не совпадают. Кто смог бы увидеть через эффективность его укрытия? Как может исчезающий талисман сравниться с ним?» Темно одетый человек гневно произнес: «Давай еще более экстравагантные описания. Я абсолютно не понимаю, зачем мне это? Вы лучше дайте мне 30 духовных камней или что-то эквивалентное значению для чаши подаяний». Продавцу холодно ответили: Глава 140. Стремление к победе. Вы? Казалось, мужчина был крайне зол. Две его руки сжались в кулаки, и он сделал шаг. Что? Неужели вы думаете, что я хочу заставить вас торговаться? Лучше не угрожать людям из клана Е. Продавец поднял глаза и сказал без тени вежливости: Вы из впечатляющего клана. Хотя человек в темной одежде не извинился, он разжал кулаки. Он явно боялся мести со стороны клана Е. Мужчина был подавлен упоминанием клана Е и был исключительно зол. Он был экспертом 10 уровня и привык к уважению со стороны других людей. В тот момент он принял этот позор и планировал месть на будущее. Однако ему было действительно неприятно расставаться с этой чашей подаяния возвращения ветров. Этот магический инструмент хорошо подходил к его искусству культивации. Если бы он был в состоянии приобрести его сила значительно увеличится. Однако за исключением разрушенного магического фрагмента сокровища, другие вещи и его духовные камни были потрачены в течение последних нескольких дней, оставив его в нынешнем положении. «Брат, продай мне свой разрушенный магический фрагмент сокровища, и я дам 10 духовных камней». Серо одетый человек, наблюдавший за сценой, вышел из толпы. «Я не продам его. Если вы хотите купить его, то дайте мне 30 духовных камней». Человек в черном покачал головой, как будто он бил в барабан. Эта цена была принципиально неприемлема. Вздох. Если бы цена была чуточку меньше, оно бы того стоило. К сожалению, она слишком велика. Серо одетый человек сказал с сожалением и вернулся в толпу без дальнейших переговоров. Не могли бы вы продать его за 12 духовных камней? 13. Культиваторы со всех сторон смотрели на разрушенный магический фрагмент сокровища с большим интересом. Даже если они не могли использовать этот фрагмент, они могут медленно изучать его. Кто знает, возможно, они могли бы достичь просветления. Так, цена поднялась до 20, через мгновение наивный на вид, круглолицый парень предложил ее. В условиях такой высокой цены, другие больше не предлагали. Они все чувствовали, что цена была довольно высокой. Больше некуда. В конце концов, эти культиваторы низкого уровня с трудом могли найти и десяток духовных камней. Кроме того, человек, секунду назад предложивший цену, скорее всего, был учеником клана. Только они могли быть богатыми. 20. Лицо человека в темном изменилось. Ставки достигли своего минимума. Он мог бы обменяться на чашу подаяний возвращения ветров с другим поставщиком. Вы хотите заплатить 20 дух камней? Мужчина приветливо обратился к круглолицему парню.
Никто не знал, почему спустя мгновение лицо юноши покраснело. Затем еще через мгновение его лицо побледнело, и он стал очень раздраженным. У меня нет столько духовных камней. После того, как круглолицый парень пролепетал эти слова с досадой и беспокойством, окружающие были шокированы. У вас нет. Тогда почему ты просто орешь все подряд? Может быть, ты сказал это намеренно, чтобы взбесить меня? Когда темный одетый человек услышал это, слова ярости вырвались из него, и он накричал на юнца с грозным величием. Я просто увидел, что все выкрикивают цены просто так. Недолго думая, я открыл рот. «Брат, пожалуйста, прости меня». Круглолицый парень наскоро извинился, оправдывая себя. Его лоб покрылся бисером пота. Он был лишь культиватором 5-го уровня, как он мог сопротивляться такому духовному давлению? Кто кричал 19? Я готов безвозмездно отдать духовные камни, чтобы вы смогли приобрести эту вещь. Парень сразу находчиво закричал. К сожалению, все вокруг было чрезвычайно тихо. Казалось, что тот человек уже передумал. Как насчет брата, который кричал 18? Когда парень сказал это, у человека в темном становилось все более презрительное лицо, он чуть не плакал. Он был незначительный, молодой культиватор. У него было только 2 духовного камня, приобретенные годом горького труда. Люди думали, что они сейчас увидят довольно хорошее шоу. Подожди, вдруг пронесся расслабленный голос. Человек вышел на сцену, обращаясь к человеку в темном. «Чего ты хочешь?» Темно одетый человек посмотрел на человека с хмурым лицом. У него уже совсем не оставалось терпения. Хотя этот человек не был слабым, он был только 9-го уровня. У меня возник интерес, и я желаю приобрести эту вещь. Он указал на ткань и произнес с улыбкой. Этот культиватор не был сторонним наблюдателем, это был Ханли. Изначально, когда Ханли слышал, этот человек сказал, что этот разрушенный магический фрагмент сокровища может делать вещи невидимыми и скрывать духовную ци, и его сердце дрогнуло, и в его сознании сформировалось смутное представление. Но когда темно одетый человек скрыл нож, Ханли все стало ясно. Он решил приобрести этот разрушенный магический фрагмент сокровища. Сколько вы даете за него? Темный человек был удивлен, но спустя мгновение выражение его лица смягчилось, когда он задал этот вопрос. Этот человек не планирует покупать, он хочет обменяться на это. Ханли спокойно вынул из рукава талисман, позволив всем окружающим ясно увидеть его. Талисман полета. Некоторые знающие люди закричали в тревоге. Это элементарный высококачественный духовный талисман. Другие культиваторы были в восторге. Ведь элементарные талисманы высокого уровня появились только 5 или 6 раз с начала этой большой южной встречи. Кроме того, каждый из них был продан по удивительным ценам.